Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях политик, кинорежиссер, председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян. Здравствуйте. Здравствуйте, доброго времени суток. Начну с первого вопроса, но для этого нам нужно вернуться назад, в 90-е. Тогда, когда вы начинали вашу карьеру, вы были корреспондентом в Нагорном Карабахе. Расскажите какие-нибудь ключевые события, которые вам запомнились. Строго говоря, я не начинал свою карьеру как корреспондент. У меня не было амбиций быть журналистом. В самом начале 90-х я уже понимаю, что мы живем в момент распада той страны, в которой родились. Я решил сменить профессию. Я до этого был преподавателем университета, преподавал мировую культуру, русскую литературу на разных факультетах, это было по-разному. В Ереванском университете защитил диссертацию по структуральной поэтике на материале Льва Николаевича Толстого. И как раз на это время пришелся подъем национально-освободительного движения, которое у нас называлось Карабахским движением. Это привело к острому политическому кризису. К власти стали приходить демократические силы, коммунистическая партия теряла влияние. И это все, в общем, было параллельно полураспаду, а потом и полному распаду Советского Союза. И я для себя решил, что заниматься академической работой, преподавать я уже не смогу. Я решил сменить язык, не только в буквальном смысле, в смысле философском, возможно. Я решил попробовать свои силы в кино. И поступил на высшие режиссерские курсы в Москве. Это двухгодичный курс, я успел закончить. И как раз в этот момент, это был уже 91 год, начиналась Карабахская война. Я с семьей вернулся в Армению, хотя с теми возможностями, которые открывали высшие режиссерские курсы, мне было легко остаться, и я уже начинал снимать фильмы. Но это все пришлось отложить, и когда я пришел в органы власти с вопросом, чем я могу помочь, я был тогда, как и все выпускники университета, лейтенантом запаса. Люди, которые послушали меня, поговорили со мной, они решили, что я больше пользы принесу своими знаниями, нежели своим умением стрелять, которое было очень скромным. И так я стал работать в Нагорном Карабахе. Потом это стал называться военным корреспондентом. Я работал сразу для нескольких э, средств массовой информации, в том числе для BBC, Рейтера, а также для возникшей тогда, к 92 году, программе «Весть». Это была очень демократичная и прогрессивная для своего времени редакция, из которой потом вышли несколько телевидений, много телевизионных звезд. Ну, как бы то ни было. Я был военным корреспондентом и еще кое-что делал для э, армянского лобби в Соединенных Штатах, для того, чтобы представлять интересы Нагорного Карабаха. Словом, это была, в общем, работа, которую кто-то должен был делать, я ее стал делать. А в кино я вернулся уже после, после войны. Только в 96 году снял свой первый уже художественный фильм. И на несколько лет, даже на десятилетие, почти на десятилетие погрузился в совершенно другой мир. Мне казалось, что можно заниматься своим любимым делом. Снимать фильмы я снял 2 полнометражных, художественных, как называется, или, как мы говорим, игровых фильма, 1 короткометражный. Получил какое-то количество призов, гран-при зарубежных. Потом трудности нашей общей жизни в 90-х привели к закрытию студии. Я перешел на скромный формат документального кино. И некоторое время занимался фильмами. Потом этим стало заниматься невозможно, потому что были закрыты студии.
И так, потеряв любимую работу, я попытался защитить свой мир, свое представление о мире. Оказался вовлечен сначала в гражданскую активность, потом в политическую. В 2018 году открыл партию, Европейскую партию Армении, и занимаюсь сейчас до сих пор этим. Кино снимаю уже все реже. Последний мой фильм был снят в 2021 году, после того, как я вернулся с фронта, и после 44-дневной войны, закончившейся военно-политическим поражением Армении, я сделал вот последний фильм, он есть в Ютубе, он называется «Украденный век». И повествует о истории Армении с 1920 по 2020 год. Журналистикой я, в общем-то, серьезно не занимался, хотя в ходе работы на агентстве Рейтер был приглашен в Лондон, и я один из немногих людей, который как бы получил высшее журналистское образование. Я закончил курсы, ускоренные курсы International Writing в Лондоне, поэтому у меня есть диплом британского журналиста. Ну, в общем, политическая деятельность как бы не позволяет заниматься журналистикой. Я просто пользуюсь этими навыками скорее для анализа поступающей информации и писания речей, статей и так далее. Одним из ключевых событий, можно сказать, вот в 2009 году было создано движение «Сардарапад». Для чего оно было? Движение «Сардарапад», в общем-то, получило название отчасти из-за фильма, который я сделал годом раньше. Он назывался «Сардарапад дежавю». Дежавю — это известный в психологии термин, означающий нечто уже бывшее или уже виденное. Буквально перевод с французского. Это психологически известный феномен, когда человеку кажется, что то, что с ним происходит, уже когда-то происходило. Я тогда сделал документальный фильм, он был запрещен. Сардарапад дежавю о Первой Армянской Республике. И это было какое-то такое пророчество о том, что, как и 100 лет назад, мы, как армяне, как нация, как народ, как граждане, победили на поле боя грозного врага, турецкую армию, которая дошла уже до Еревана и Чемпиатина и была там остановлена и разгромлена. И тем не менее, победив на поле битвы, мы проиграли в дипломатическом и в политическом смысле. И Первая Республика была вскоре же уничтожена. Уже в 2020 году Армения была оккупирована, в 2021 последние очаги сопротивления были подавлены. Еще на 50 дней, это вообще малоизвестная история, было поднято антисоветское восстание. Но к концу 2021 года Армения стала советской республикой, а Западная Армения была отдана Турции, так же как Нахичеван и Арцах, две исторические области Армении, были отданы Азербайджану. Вот, вот это ощущение того, что мы стоим на той же дороге, что мы можем повторить этот кошмар, когда победили в войне, а мы победили в 94 году, да. И следующее развитие событий мне казалось очень тревожным. И уже в 2008, когда я снял фильм «Сардарапад дежавю», который, повторюсь, был запрещен и был крайне негативно воспринят частью общества и властями, он есть в Ютубе. Это единственный мой фильм, который я не стал переводить с армянского языка. Он есть только на армянском. Обычно я перевожу на английский, на русский, иногда на другие языки. Вот «Сардарапад дежавю» был для меня очень важным фильмом. И некоторые мои друзья, единомышленники, восприняли его тоже вполне серьезно, как предупреждение. И для того, чтобы не повторился кошмар начала 20 века, когда мы потеряли государственность, мы попробовали группой небольшой единомышленников создать движение «Сардарапад», и название фильма в каком-то смысле повлияло на наш выбор. «Сардарапад» — это тот случай в нашей истории, когда мы смогли победить, причем победили, в общем-то, без армии, без государства. Это была практически волна
отчаянной решимости, энтузиазма и побеждало народное ополчение. Причем оно было многонациональным. В нем участвовали не только армяне, хотя, конечно, большинство это были армяне, это были и люди других национальностей, греки, и британцы, и езиды, и немцы, русские, украинцы. Это был действительно потрясающий всплеск. Об этом нет фильмов. И вот я сделал большой, более час длится фильм, 68 минут. Он до сих пор, к сожалению, актуален. Так что движение, в общем-то, было политическим, замешанным на вот этом ощущении исторической опасности. Спустя 1,5 десятилетия, несколько меньше, да, 12 лет, мои мрачные пророчества, к сожалению, сбылись. Те люди, которые должны были быть или призваны были быть политической элитой Армении, таковой не оказались. Они не вняли предупреждениям художников, наиболее чувствительной и, возможно, чуткой части общества. Вот почему мы сейчас находимся в этой ситуации, в какой оказались. Как вы считаете, вот какие нужны преобразования в Армении? Ну, в первую очередь. Есть распространенное мнение, что беды Армении начались от того, что были произведены демократические реформы. У меня несколько другой взгляд. Мне кажется, что это как раз ответ на ваш вопрос. У нас недостаточно демократии, и те люди, которые пришли к власти в 2018 году на демократических лозунгах, они сейчас во многом повторяют ошибки, и главную ошибку недостаточной демократии. У нас есть свобода слова, у нас есть свобода собраний, мы можем совершенно свободно обсуждать вот такие вот вещи, но это все лимитировано в Ютубе, в интернете. Свободный доступ во время выборов тоже строго дозирован. Скажем, наша партия дважды участвовала в выборах, и мы прямо столкнулись с тем, что не имея финансовых ресурсов, а откуда они у демократической новой партии, которая, в отличие от старых еще партийных волков, не имеет ни олигархов, ни спецслужбы у себя за спиной. Поэтому нам гораздо труднее вести политическую кампанию, это понятно. Ну вот, я полагаю, что сейчас Армения стоит на пороге больших изменений, то есть это понятно. Впервые за 200 лет меняется ее геостратегический выбор. Он ведет нас к евроинтеграции. Но для этого, на мой взгляд, необходимо провести национальный референдум, чтобы это было мнение общества, а не группы людей или одного человека. Для этого должны быть проведены внеочередные выборы, потому что наш парламент глубоко расколот, так же, собственно, как и общество. Как и общество. И чтобы преодолеть нынешний раскол в обществе, который подогревается изнутри и снаружи, нужно предпринять ряд смелых демократических шагов. Если у политического руководства политическая воля на это, я не уверен. И часть нашей работы, как Европейской партии Армении, которую я возглавляю, она направлена именно на то, чтобы убедить общество в необходимости подлинной демократии, а не демагогии. На мой взгляд, вообще главным врагом демократии является не диктатура, как многие думают, а демагогия. Она сейчас правит бал, и не только в Армении, она правит бал во всем мире. В Европе, в Соединенных Штатах, в Южной Америке, в Азии. Как вы пришли к своим взглядам? Что на вас повлияло? Человек приходит к чему-то на основе своего опыта. Я думаю, это совершенно универсальная ситуация. Я участник 2 войн. Наше поколение увидело совершенно страшные вещи. Это землетрясение 1988 года. Это многолетняя блокада, когда мы растили своих детей. Их у меня 2, и
сын и дочь, им было там совсем немного лет. Дочери было 3-4, сыну 6-7 лет, когда Армения очутилась в многолетней блокаде, когда не было годами, не было света, газа. Мы оказались почти в каменном веке, и это очень тяжелый опыт. А, Продовольственная блокада, энергетическая, топливная, политическая блокада, э, война. Все это было очень тяжелым опытом. Но это бесценный опыт, который позволил нам делать выводы не из книг и не из речей очередных политиков и политиканов, а на основе того, что мы пережили, на основе горького, но, повторяю, бесценного опыта. Я не собирался никогда заниматься политикой. Мне нравилось заниматься литературой, кинематографом, музыкой. Но нас лишили этих возможностей. И для того, чтобы защитить свой мир, свой взгляд на мир, нам пришлось заниматься политикой тоже. Как вы смотрите на роль Армении в региональной и мировой политике, особенно в контексте современных событий? Роль Армении, она двояка. Политическая роль, она очень скромная, потому что Армения все еще не стала государством. Это все еще постсоветская полуколониальная маленькая страна, обладающая флагом, гимном, какими-то внешними атрибутами, но не сумевшая все еще построить самостоятельную политику, не сумевшая создать национальную элиту. Наша элита разбросана по многим другим странам. Мы все это должны сделать, мы должны объединиться с диаспорой и иметь и получить оттуда блестящие, образованные, энергичные, чистые кадры молодых специалистов, политиков, и не только политиков, экономистов, менеджеров. Но у Армении есть и другая роль, это миссия, о которой, в общем-то, не всегда удобно говорить, и не всегда нужно говорить. Но раз мы вот так вот с вами разговариваем, я глубоко верю в огромную историческую миссию Армении. Мы не только как поколение имеем уникальный опыт, мы имеем уникальный опыт как нация, как государство. Мы похоронили более десятка империй. Мы вышли на мировую арену в то время, когда были Вавилон, Шумер, Ассирия. Мы воевали с Римом и заключали с ним мирный договор. Мы воевали с Византией и были частью Византии. Арабский халифат, монгольская, атаманская, Российская империя. Это все было у нас на глазах. Многие события происходили и до сих пор происходят в нашем регионе. Ну и, наконец, Армения — это библейская страна, от этого тоже никуда не денешься. Из каждого окна в Ереване виден Арарат, и его мистический облик, его магическое присутствие, оно накладывает на нас, на всех, очень глубокий след, понимаем мы этого или нет. Поэтому роль Армении, она всегда была значительной. В разное время ее по-разному просто понимали. Скажем, 100 лет назад Армения была доминирующей экономической силой. Не Армения, а армяне. То есть Тбилиси, Баку, Константинополь или там юг России — это были, в общем-то, города с преобладающим армянским финансовым и промышленным капиталом. Затем это все изменилось. Возникла огромная диаспора. Она тоже со временем окрепла, стала экономически очень значительным и политически значительным фактором. Мы были долгое время от нее отрезаны. Сейчас очень важно очистить диаспору и сменить поколение, потому что предыдущие поколения, они все еще мыслят, живут в предыдущей парадигме. Армения будет независимым государством, и если она станет европейской страной, все предпосылки к этому есть, мы очень быстро восстановим свой экономический потенциал. У нас огромный человеческий потенциал, повторяю, за счет образованной и многочисленной диаспоры. Соответственно, это приведет и к политическому, и к культурному взлету страны в считанные годы.
Я в этом абсолютно убежден. Что именно мешает попасть Армении в ЕС и НАТО? Но есть ряд условий. Формально это называется копенгагенскими принципами. Ну, а если говорить более абстрактно, это то, что общество настолько еще советизировано, что понимание европейской культуры, политической культуры, бытовой культуры — это, в общем, общая для постсоветских стран проблема. Оно еще далеко от, собственно, европейских стандартов. Это уважение к закону, это понимание, что сила — это право, а не, наоборот, не в силе права, а именно вот в законе сила. Соответственно, это искусство общежития. Мы выживали тысячи лет как нация-семья, а не как нация-государство. Сейчас нам надо стать государством. Это болезненный процесс, но мы его преодолеем, потому что во многих государствах мира сотни лет армяне жили как вполне благополучные и влиятельные, уважаемые общины. Мы должны будем это достаточно быстро воспроизвести у себя на родине. Э, И все проблемы, в общем-то, они решаемы. Они универсальны, они те же и в странах региона. Но я полагаю, что именно то, что в Армении огромная диаспора, в том числе и в Европе, поможет нам очень быстро психологическую часть и экономическую часть проблем решить. Как вы видите решение Карабахского конфликта и, ну, в принципе, Западной Армении, Нахичевана и так далее? Это разные вопросы. Проблема Арцаха, она, в принципе, получила юридическое решение. 17 ноября 2023 года Высший международный криминальный суд ООН, известный как Гаагский трибунал, э, произнес вердикт о том, что армяне Арцаха, как Нагорного Карабаха, имеют право на свободное и безопасное возвращение на родину. Я полагаю, что это именно та парадигма, которая должна быть осуществлена. У этой парадигмы есть прецеденты, например, Косово. Так что, я полагаю, если не это, то следующее армянское правительство должно будет решить эту проблему именно таким образом. Это территориальная целостность соседнего государства, но внутри этого государства должна быть армянская область, не знаю, как это будет названо, под международными гарантиями безопасности. Как вы думаете, можно ли исправить отношения между Арменией и Азербайджаном и Турцией? Ну, конечно, можно, просто эти отношения будут исправлены только на основе международного права. А это международное право предполагает три принципа: recognition, э, reparation и reconciliation. Три R. То есть признание геноцида, что касается Турции, выплата репараций, так же, как поступала, скажем, Германия по отношению к Израилю или Соединенные Штаты по отношению к Вьетнаму. Это неизбежно. И затем уже reconciliation, то есть какое-то примирение. В той или другой степени это же должно произойти в Азербайджане. Ну, там другой механизм, другая история. Но только признание взаимных прав, уважение к правам человека и к праву нации на самоопределение позволит нам установить какой-то мир. Хотя представление о том, что Армения заблокирована Турцией и Азербайджаном, они преувеличены. У нас есть очень добрососедские отношения с Ираном, которые гораздо важнее для нас, чем Турция и Азербайджан. И у нас есть выход в Европе через Грузию. Армения и Грузия только вместе могут стать членами Евросоюза. В Америке об этом давно есть такая шутка. Джорджо Армани называют этот проект. Армения вместе с Грузией. Какой у вас взгляд на конфликт в Израиле? Ну, сложный, в том смысле, что я полагаю, единственный выход — это возвращение к старой идее о двух государствах.
Боюсь, что другого выхода нет. Натаньяху попытался сделать в Газе то, что Алиев сделал в Азербайджане с Нагорным Карабахом. Э, Натаньяху этого сделать не смог. Я полагаю, что и Алиеву, в конце концов, это не удастся. Я всем сердцем желаю мира братскому израильскому народу, но и арабы тоже нам не враги. Кстати, министр иностранных дел палестинской автономии, она армянка. Поэтому у нас есть очень достоверная информация из первых рук обо всем, что происходит. Мы сочувствуем жертвам этого конфликта, надеемся на урегулирование на основе взаимного уважения и справедливости. Это возможно. Каковы ваши цели в политике на ближайшие годы? Главной целью создания Европейской партии было возвращение Армении в европейскую семью. Если Армения станет членом Европейского Союза, а затем и НАТО, то главные цели моей политической программы будут выполнены. Какое вы видите будущее России? Полагаю, что то, что мы видели с Советским Союзом, может повториться в России. Судьба России в руках ее народа. То, что происходит в России сейчас, это общечеловеческая трагедия. Прежде всего, это трагедия российского народа. К сожалению, как специалист по российской культуре, я знаю, что российское государство всегда было враждебно российской культуре. Оно уничтожало российскую культуру. И поэтому у меня мало надежд на хороший исход. Какой-то исход, конечно, будет. Я надеюсь, что он будет очень быстро, и после любой войны наступает мир. Только после установления мира можно говорить о каком-то будущем для России. В планах есть новые фильмы? У меня очень много сценариев, но я не думаю, что я в своей жизни, которая давно уже перешла «Зенит», еще успею что-то сделать в кино. Я бы очень хотел это сделать, но политическая ситуация все еще столь нестабильна, и я пока чувствую собственную необходимость партийной работы для того, чтобы достичь главных целей евроинтеграции армии. Это нужно для будущего моих детей и внуков, всех армян. Поэтому я сейчас о кино думаю мало. Спасибо, что пришли на мой скромный канал. Спасибо за разговор, за интервью. На этом все. Всем пока. Спасибо за ваш интерес, за ваши вопросы, за ваше время. Всего вам доброго и успехов.